Конкретно этот маленечко отличается от того, что был в том давнем выпуске. Турбовая версия X-Trail. Всем привет! Давненько я хотел, чтобы у меня на канале появилась именно такая версия X-Trail. Первое, так скажем, поколение X-Trail уже на канале есть, но очень давнешний ролик. В принципе, мы там его неплохо разобрали, даже попробовали полный привод, закопались нормально в снегу. Поэтому сегодня будет видео, нацеленное в первую очередь на редкость именно конкретно такой комплектации. У нас здесь турбовая версия X-Trail. Да, я уверен, что многие даже не знали до этого самого момента, что вообще, в принципе, X-Trail в первом поколении бывал турбовый. Именно на правом руле зачастую бывают самые крутые комплектации. Редко-редко бывают исключения, как, например, в случае с Румионом. Да, вот недавний был выпуск. Кто, кстати, не видел выпуск про Румион, переходите в описание или в подсказку. Но в большинстве случаев именно праворульные комплектации интереснее, богаче, мощнее, да и в принципе круче. Так вот, у нас турбовая версия X-Trail, 2 литра, 280 лошадиных сил. И я вам так скажу, 280 лошадиных сил там только потому, что у японцев это привычное ограничение. Замечательно, этот двигатель можно тюнить, потому что это SR, SR20. Могучий верхний интеркулер нам сразу говорит о том, что здесь что-то вот не так все просто, да? Кто не знает, здесь, естественно, об обычных комплектациях, 150 лошадей, но чтобы 280, это на самом деле крайне редкие версии. Обычные турбовые SR, они не 280 лошадей, они там 230, что-то типа такого лошадиных сил, их потом тюнят. SR турбовый обычно же ставился в седаны, в купешечки, а здесь-то ему нужно тащить все-таки внедорожник, почти что полноценный, да, все-таки серьезная машина, как бы то ни было. У них можно увеличивать турбину, настраивать, делать 300-400 лошадиных сил. Сами знаете, многие известные дрифтеры, да, ездят на турбовых SR-ах до сих пор, хотя уже это типа даже уже и не модно, вроде как, всего лишь 2 литра же. Но для X-Trail разработали свой конкретный турбовый SR, у которого 280 лошадей с завода. По сути, его разработали из тоже редкого двигателя SR20VE. То есть это SR20VET. То есть буковка Т прибавилась, соответственно, турбину тут добавили. Фазовращатели и плюс турбина, понимаете? С завода турбинка небольшая, а уже ее достаточно, чтобы нормально давать мощность. Вы же понимаете, что тюнинг точно так же, как по аналогии с SR20DET, возможен в полный рост. Пожалуйста, все ограничивается только скорее вашим бюджетом. Можно получить X-Trail мощностью лошадей в 400, вложив сюда 1100 на данный момент. Достижение максимальной мощности, то есть 280 лошадиных сил заводские, осуществляется все-таки на больших очень оборотах, 6500, 6400, да, если быть точным. По сути, крутить надо машину серьезно, но мне здесь нравится тот момент, что 310 ньютон крутящего, ё-моё, 310 ньютон крутящего на 3200, вот это хорошо. Но здесь у нас сразу вылезает другой минус. Этот двигатель никогда не агрегатировался с механическими коробками. Это прям печаль, в моем понимании, дикая. Только автоматические коробки. Слава богу, что хоть не вариатор, да? Nissan же любит у нас, он в те года особенно любил вариаторы сувать в машины, да? Особенно еще те первых поколений, которые потом от такой мощности бы рассыпались, я думаю, после первого же старта. Ужасные продажи, ребят, ужасные были продажи в Японии. Первое поколение, 30-й кузов, только в нем бывает такая версия. Во втором поколении и дальше уже нет таких мощных версий, и тем более нету турбовых двигателей. В любом случае расход, скорее всего, дорогое обслуживание, дорогой ремонт, естественно, как всегда с турбовыми моторами. И поэтому даже в Японии эта версия была максимально непопулярна, совершенно не продавалась, от нее отказались. У нас их тоже крайне мало. По России даже по дрому тыкните, там небось 1-2 максимум в продаже сейчас висят. В остальном, я вам серьезно говорю, что по внешке, что по салону, в общем, практически ничем эта машина не отличается от своих более слабых собратьев, однозначно. Поэтому я вам сейчас покажу в салоне некоторые моменты, которые отсутствовали в прошлом выпуске, да, про X-Trail.
Возможно, мы, конечно, уже по новой нашей манере глянем про багажник, и мне не терпится замерить, ну сколько же может ехать X-Trail с турбовым мотором. О, вышел на буст. Слушайте, ну мне прям сразу захотелось, надо поставить нормальный блу-офф, чтобы он пшикал. Он, блин, он просто набирает, елки-палки. Ну, слушайте, очень приемисто, конечно. Но автомат, у меня нет ощущения драйва, черт подери. У меня такой мотор под капотом, а нету злобы в тачке. Ну как это так? Коробка, понимаете, нережимная, здесь нету power, чтобы вот он прямо крутился до невозможности. 50, 60, да, вот потихонечку. А теперь хочу резко ускориться, допустим. Педаль в пол. Судя по датчику буста, я вышел на буст, но я не особо-то прямо резко разогнался, подрыва не было совершенно. Давайте теперь попробуем полностью остановиться. Во! Вот сейчас было, переключился в красной зоне. Вот сейчас было. Это что, ниссановская тема? То есть с места он дает нам переключаться в красной зоне. Но, ребят, я ожидал большего. Вот серьезно, все-таки большая машина, все-таки кроссовер. Как там шторки бабушкиного шкафа, да, створки? Вот это вот стоит, да, показать. Такой вот своеобразный бардачок, причем он достаточно глубокий. Естественно, вот этот бардачок я считаю по кайфу, потому что я во многих выпусках про машины, у которых приборка посередине, говорил, что если уж вы приборку отсюда убрали, то сделайте здесь шкаф. В X-Trail шкаф здесь есть, причем он там даже с прикуривателем, то есть типа даже с розеткой, то есть там можно зарядку положить, да, для телефона. И замечательно вот туда сунул, положил, хотя открывается он, ну, не до конца, и вообще он какой-то не очень такой прочный. Пол здесь реально весь в резиновом каком-то пластиковом покрытии, то есть нету здесь такого ковролина. И потолок тоже пластиковый, то есть это как будто вспененный мягкий пластик. То есть вот оно мягонькое, но это не ткань. Это не покрытая тканью, ничем. Это именно такое вот пластиковое покрытие. Прикольно, кстати. Я думаю, мыть легко. Не дай бог, конечно, прокур какой-нибудь сюда брызнет. Оно, скорее всего, начнет плавиться. Может, еще и пыхнет, кто его знает. Подстаканники присутствуют как раз в нужных местах. Бардачок тоже не у всех есть, вот такой большой. Хотя тоже крышка большая, а по факту тут полка и полка. То есть маленькая полочка и большая полочка. Высокий подлокотник, конечно, но эта штука на самом деле место слабое. То есть он состоит из двух частей. Можно открыть вот так основную, да, емкость, вот эту высокую основную емкость. А можно открыть вот так. И, кстати говоря, получить подстаканники для второго ряда. Но прикиньте, я хотел сказать, что эта крышка у них частенько ломается, и мы обнаруживаем, что она у нее тоже не очень исправна. Но, как видите, вообще место слабенькое, да, то есть держалось бы, по сути, все только на шарнире. Два подстаканника, поддончик, да, то есть сюда можно вроде бы что-то нагрузить, а по факту были бы проблемы. Самая крутая, самая мощная комплектация, но у нас нету, знаете ли, ни кожаного руля, нету ни кожаных сидений, там каких-нибудь Рикара, ничего особенного нету. Ну ладно, кожаная ручка автомата, но, ну извините, от самой мощной комплектации мне хотелось бы большую. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь. На задних сиденьях могу упомянуть несколько моментов. Во-первых, мне нравится, что на сиденьях большие кармашки. Здесь даже на пассажирском сиденье их вообще три. Два маленьких, один большой. И есть сзади внизу подстаканнички по такому же типу, как вы могли видеть в недавнем выпуске про Nissan Sunny. Тоже вот они из кармашка вот так вот выдвигаются, расходятся два колечка. Вы знаете, я бы лучше ими пользовался, чем теми подстаканниками, которые в крышке подлокотника, однозначно. Даже они и то выглядят как-то прочнее. Я обязательно должен поговорить про кузовную, да, часть. Серьезно, у X-Trail это прям отдельный пунктик, я вам так скажу. Здесь есть несколько моментов, которые нужно упомянуть. Начнем с того, что пластиковые крылья передние. Это делает нам, по сути, счастье, хотя бы небольшое, потому что как раз с задней частью все обычно очень печально. То есть, если бы они, наверное, и заднюю часть сделали пластмассовой, тогда, наверное, было бы совсем все неплохо. Но, увы, здесь они сделали вид, что они
немножко защитили вот эту часть крыла. Это вот нашлепка вот эта, она реально заводская. То есть вот эта нашлепка здесь на задней двери, это не самоделка какая-то, она здесь с завода. Вы знаете, я вам так скажу, вот у нашего еще как-то более-менее, я смотрю, хотя тут какие-то трещинки тоже есть. Задняя часть, она чем плоха? Здесь нету полноценных подкрылков пластиковых, таких больших. И, соответственно, вот эта вот часть задняя за колесом нещадно, просто беспощадно гниет. Будете вот, допустим, такой X-Trail покупать, вы можете прям смело тыкать пальцем туда, вот на самом деле. И очень большая вероятность, что где-нибудь вы этим пальцем проткнете в багажник. Это вот прям без шуток. Причем, понимаете, там прямо пакет из 3, так скажем, листов металла, причем такое ощущение, что из разного металла. В задних арках вообще это покрытие имеет даже с завода, ну такой, как по мне, странный косяк. Типа защита такая позади стакана. Она всегда у них выполнена каким-то ухом таким, прям как карман. И, соответственно, туда эта вся хрень заливает. Но на самом деле ничего страшного, вам все равно придется арку переваривать. И, соответственно, вам потом эту штуку уберут. И оно все это портится, и это даже можно заметить из багажника, вытащив в багажнике всякие вот эти поддоны пластиковые, которые там внутри стоят. Ванна, которая под запаской, точно так же может себя плохо повести. Стаканы задних стоек тоже бывает подгнивают, но к ним так просто не добраться, чтобы посмотреть. Ну, в общем, с жопой у этой машины в плане кузовного, да, жопа натуральная. Ребят, багажник у X-Trail неплохой, это в принципе просторная машина, большая, хорошая. В глубину даже при несложенном втором ряде сидений 95 сантиметров глубина, соответственно 1,40 м ширина. Ну то есть вполне себе нормально. Арки, конечно, сильно вылезают вовнутрь багажника, то есть на самом деле полезная ширина всего лишь 1 метр. Второй ряд сидений можно положить, причем не обязательно... Да елки-палки, не дотягиваюсь. Мы можем положить сиденья, но можем их не класть, а можем открыть только лючок вот этот вот во втором ряде сидений, в заднем ряде сидений, и просунуть длинный груз через отверстие, получается. То есть можно так обойтись. Хотя на самом деле можно было это и не делать. Зачем уж это прямо? До передних сидений 1,80 м. То есть абсолютно габариты хорошего такого просторного универсала. В багажнике присутствует у нас еще один прикуриватель. В общем, X-Trail, он в целом в плане практичности сам по себе машина хорошая. Просторный, большой, с высоким клиренсом. На самом деле без каких-то лишних заморочек. По технической части тоже в том числе. Но, конечно, кузовные моменты здесь прямо такие явные. Но, с другой стороны, про них, если знаешь, то, может, действительно устранишь и будешь наслаждаться только плюсами этой машины. .3, ну да, не впечатляюще абсолютно. Конечно, ребят, он несется прям реально приемисто, ну прям вообще. Но это только в сравнении с обыкновенной версией X-Trail. Те, кто ездили на 280 лошадях в седане, например, том же Evolution, да, допустим, тот поймет сразу, что эффект вообще другой. Ну, то есть, просто теперь это классная динамичная машина, такой кроссовер, типа шустренький. Но вы знаете, я сейчас вот еду и понимаю, что вот оно того не стоит, чтобы вот за это платить 26 тысяч налогов в год. Вот оно того не стоит. 98-й бензин заправлять, я еще представляю, конечно, какой у него жесткий расход. Я просто не представляю, какой, наверное, будет расход, если постоянно вот так на нем наваливать. То есть машина, да, она быстрее, чем обыкновенный X-Trail. Но, может быть, я слишком уже заелся, честно скажу, конечно. Может быть, я уже преуменьшаю эффект, да? Кто-то, может быть, сказал бы прям вообще огонь. Но мне хотелось бы большего, 100%. В общем, пишите обязательно ваши комментарии. Я думаю, машина вызовет неоднозначную реакцию. Мне очень интересно мнение зрителей. Мое мнение вы уже поняли. Вроде бы в целом неплохо, но оно того не стоит на самом деле. Не знаю, надо ли это обыкновенному покупателю X-Trail. Ну, то есть, вот той его целевой аудитории, да? Надо ли это вообще им? Поэтому не удивляюсь, что эту комплектацию потом забросили. Да, ничего удивительного. Подписывайтесь на канал и всем пока.